Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. И в этом видео я буду рассказывать вам, как вязать самые обычные, самые простые носки спицами. Такие носки, которые вязала бы ваша бабушка, и как ваша бабушка научила бы вас вязать носки. Вот если вдруг вы забыли, то примерно так, скорее всего, она это и делала. И я вам расскажу это в этом видео. Смотрите, мотивы создания этого видео, если кто-то скажет: так, носков спицами без тебя уже достаточно, что нового ты можешь сказать, да? Я отвечу на этот момент. Во-первых, я делаю это видео для того, чтобы самой запомнить всякие нюансы, которые я тут разработала, пока вязала эти несколько пар носков. Хочешь лучше изучить сама, объясни кому-то. Это народная мудрость, и она всегда работает. Ну и во-вторых, у каждой вязальщицы свои наработки и свои лайфхаки. И да, я скажу вам честно, я не особая носковяз, особенно в спицах. Я всегда считала, что носки спицами — это что-то очень сложное, да, и вяжу их, наверное, максимум с начала этого года. Но вот за то время, пока я их начала вязать, я связала несколько пар. Я выработала какие-то свои приемы, которые я подсмотрела у других вязальщиц, которые я как бы разработала также сама. И из них я выработала свой рецепт носка и просто хочу поделиться им с вами. Плюс размер моих носочков — это 36 размер. Именно такой размер я и ношу, и я не видела на просторах YouTube мастер-класс именно под этот размер. Поэтому надеюсь, что кому-то, у кого тоже небольшой размер ноги, мой мастер-класс будет очень полезен, что он сможет просто взять спицы, пряжу и сразу же связать. Итак, вот эта пряжа носков, это 36 размер, и связана она из ореги 420 метров на 100 грамм. Вот эта пряжа, это Alize Artisan, тоже 420 метров на 100 грамм. У пряжи идентичный метраж, идентичный состав, но ореги немножко такая, знаете ли, более жесткая, вот даже это видно, потому как ведет себя этот носок. А Alize Artisan, он более мягенький, более такой вот рыхлый. Сама вязка даже получилась более рыхлая. Вязать в видео мы будем вот эти розовые, светлые носочки, но тот же самый рецепт, тот же самый шаблон, последовательность рядов, петель и всего остального можете использовать и для пряжи, для другой носочной пряжи с такими же точно параметрами. Итак, давайте начинать. Для работы мне потребуется пряжа. У меня это Alize Artisan. Да? Вот ее характеристики. Это носочная пряжа. И я беру инструменты к ней. У меня это спицы от Knit Pro 2 мм. Я не туговяз, я не слабовяз, я обычно вяз. И, если честно, я бы взяла еще, наверное, поменьше спицы, но вот меньше у меня нет, поэтому беру 2. Также мне потребуется еще немножко маркеров для носков. Это необходимый инструмент. Здесь мы будем отмечать ряды и петли. Так как у меня один носок уже готов, я здесь пытаюсь подобрать секции по цвету, немножко отматывая от начала мотка. Дальше беру спицы и набираю на спице 60 петель. Мне нужно число петель кратное 8, для того, чтобы распределить его на 4 спицы. 60 кратно 8. Теперь смотрите, как я набираю. Хвостик у меня идет вокруг большого пальца, вот он. А от указательного пальца идет рабочая нитка. И набираю обычным набором, да, то есть я набираю рабочей ниткой 60 петель. 2, 3, на 2 спицы сразу. 4, 5, 6. Я не делю петли на 4 в процессе набора. Все всегда набираю на одну пару спиц и распределяю петли уже после. Петли набраны, и теперь их можно делить на 4 спицы, да? По 15 это получается. Так, я распределила петли на 4 спицы. Добавляю еще одну петлю, 61 для смыкания, и перехожу к вязанию первого ряда. Здесь, естественно, я смотрю, чтобы ничего не перекрутилось, потому что перекруты не нужны в такой работе. И смотрите, дальше я смыкаю ряд, беру первую петлю с левой спицы, перевожу ее на правую спицу и накидываю 61 петлю, она на правой спице, на эту петлю. Снимаю и подтягиваю нить, возвращаю петлю на левую спицу.
И дальше я вяжу резинку. Так. Резинку я буду вязать 2 на 2, то есть 2 лицевых, 2 изнаночных. И начинаю 2 лицевых, 1, 2, 2 изнаночных. Изнаночные я вяжу классикой и буду рассказывать вот классическое вязание. Такими рядами резинкой я работаю 20 рядов. Один ряд это полные 4 петли и 4 спицы. Провязала я 20 рядов, на этом резинка закончена. Да, вот эта часть закончена. Дальше я вяжу вот эту часть. Здесь у меня 24 ряда. Сколько вообще нужно рядов вязать? Вот у меня получается так, что паголинок, где прямая часть и манжета, итого это 44 ряда. И то же самое число рядов у меня получается вот здесь, вот после клина и до начала мыска. То есть приблизительно носочек, если его вот так сложить, да, то длина паголинка должна быть, на мой вкус, естественно, до закрытия вот этого мыска. Итак, дальше пойдет прямая часть. Здесь все еще проще. Здесь я вяжу все петли лицевые. Перехожу на вязание лицевых петель. 1, 2, 3, 4. Давайте я повешу маркер на первую провязанную петлю. Вот, это будет первая петля. И еще одно небольшое уточнение. Если вы боитесь где-то ошибиться, давайте я довяжу до конца. 1, 2. И еще одно небольшое уточнение, чтобы проверить себя, как считать ряды в этой резинке. То есть я считаю полные косички. Да, от начала, от самого края. Вот у меня первая косичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Петлю, которая на спице, я не считаю за ряд. То есть вот у меня получается после петель на спице 20 рядов. И это значит, я провязала 20 рядов. Да? Здесь дальше я вот вешаю маркер, я его повесила на первый ряд, который я провязала лицевыми. И дальше я отчет буду вести от него. Итак, вяжу все спицы, все петли лицевыми, и таким образом здесь я вяжу 24 ряда. Итак, связала я 24 ряда, просто лицевые петли. Здесь точно так же считаем ряды. Вот, маркер это первый ряд, первая косичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Тот ряд, который на спице, то есть вот эти петли, не считаем. Провязанных здесь именно 24 ряда. Если вы забыли повесить маркер, то тогда начинаете считать. Вот она, первая косичка. Вот смотрите, вот идет перемычка от изнаночной петли. Вот первая косичка. И от нее тоже начинаете считать. Это опять-таки информация для того, чтобы вам не сбиться. И дальше я начну вязать пятку. Пятку я буду вязать на первой и второй спицах. То есть вообще спицы имеют номера 1, 2, 3, 4. От начала ряда, вот оно, начало ряда. И, соответственно, по ходу вязания спицы имеют такие номера. На первой и второй спице у меня на каждой 15 петель. Итого это 30. И, соответственно, дальше я вяжу просто поворотными рядами, лицевой гладью. Я вяжу 30 рядов. Первый ряд, первая, вторая спица, все петли лицевые. И теперь следующий ряд. Здесь поворачиваю вязание и в обратную сторону вторая и первая спица, все петли изнаночные. Первую кромочную я снимаю, не провязанной. И дальше начинаю вязать изнаночные петли. Я вяжу изнаночные классическим способом. И рассказывать буду тоже, естественно, под вязание классическим способом. Так, вторая провязана, и теперь первая. Опять все петли изнаночные. Последнюю петлю я провязываю лицевой. Можете провязывать так, как вы привыкли. Просто я привыкла провязывать лицевой. У меня
Повторюсь еще раз, на спицах 30 петель, значит, нужно связать 30 рядов. Если у вас на спицах другое число петель, то вы вяжете именно его. То есть здесь зависимость очень простая. Но вязать нужно четное число рядов, да? Ну, у вас оно и будет четное, потому что спицы 2. Так. И опять первую снимаю, последнюю провязываю лицевой. Здесь по краю мне нужно, чтобы образовывалась косичка. Обратите на это внимание, тоже не узелковую кромочную я делаю. Делаю кромочную косичку. Это будет уже 3-й ряд. И 4-й ряд. Ну, в общем, продолжайте дальше вязать так самостоятельно. Встречаюсь там, рассказываю, как здесь подсчитать число рядов и как дальше продолжить вязание пятки. 30 рядов. Как посчитать здесь ряды, если вдруг вы сбились? Вот смотрите. Считаем по правым кромочным. Вот у меня будет первая кромочная, у меня она хорошо отделена другим цветом, но так выпала нитка. Как ее найти? Вот нить идет. Даже петля, вот петля на спице, вот она, да? Вот от нее идет нить, и вот она уходит в первую кромочную. И я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да? 12, 13, 14, 15. У меня получается 15 кромочных и 16 на спице. Ее как бы не считаем. 15 это половина 30, значит все верно. Дальше я начну вязать саму пятку. Пятку я буду вязать французскую, либо подкову. И смотрите, что для этого нужно. Мне для пятки потребуется 2 маркера. Итак, число петель на 2 спицах для пятки у меня 30. Это число для определения центра пятки я делю на 6. Получается приблизительно 5, да? То есть беру 1/6 и уменьшаю до четного. То есть мне нужно в центре выделить 4 петли. Вот я так и делаю. Беру, здесь вот 2 оставляю, на 3-ю вешаю маркер. И с другого края делаю то же самое. Да? 2 в центре оставляю, вот сюда вешаю маркер. И дальше начинаю вязать пятку, подкову или французскую пятку. Первую спицу провязываю полностью, как обычно. Первую снимаю, дальше все петли лицевые. Здесь будет принцип вязания укороченными рядами. Я, наверное, одну спицу оставлю и дальше буду вязать просто на 2 спицах. Так будет мне удобнее. Итак, я перехожу на вязание второй спицы. Здесь 2 петли по центру провязываю лицевыми. 3-ю и 4-ю провязываю вместе лицевой. Направо, да? Видите, я сделала обычные 2 вместе лицевой. И получается, это 2 вместе убавка, которая идет, смотрит направо. Следующую петлю провязываю тоже лицевой. И на этом моменте я останавливаюсь. Я разворачиваю вязание и теперь вяжу в другую сторону. Вот получился первый укороченный ряд. Первую петлю снимаю, дальше изнаночная, снова еще 2 изнаночных. Да? Я здесь ориентируюсь по маркерам, они на другой стороне, но все равно все видно. Снова 2 изнаночных. Дальше мне нужно сделать 2 вместе изнаночных. Но если я сделаю вот так, 2 обычные, изнаночные, то такие изнаночные будут смотреть направо. У меня получится 2 петли направо и здесь направо. А мне тогда нужно сделать их налево. Я их сниму. Я вяжу классика. Опять-таки, если вы вяжете бабушкины, то у вас там направо-налево по-другому будет, да? Следите уже сами за этим. И вот так вот из-под низу вставляю петлю, вставляю спицу в эти 2 петли и провязываю их изнаночной. Следующую петлю тоже провязываю изнаночной. Поворачиваю изделие. Вот. Вот у меня убавка
на изнаночных петлях, да, видите, она идет к центру пятки. И вот убавка на изнаночных, на лицевых петлях, которая была в предыдущем ряду, она тоже идет к центру пятки. Здесь не особо принципиально, главное делать симметрично, да, то есть если вы начали делать все к центру пятки, то делайте все к центру пятки. Начали делать все от центра пятки, ну делайте, значит, все от центра пятки. Дальше опять первую снимаю и вяжу лицевыми. Раз, два, три, 4, 5, 6. И смотрите, я дохожу до вот такого пробела. Это была поворотная петля в предыдущем ряду, и вот следующая за ней петля. То есть это конец предыдущего укороченного ряда. И вот этот промежуток нужно сейчас соединить. Его соединяю, и, естественно, это 2 вместе лицевой. Снова они смотрят к центру пятки. То есть они смотрят направо. И следующую петлю провязываю просто лицевой. Да? Опять разворачиваю изделие, вот этот пробельчик, его теперь всегда будет хорошо видно. Да, вы уже не спутаетесь дальше. И опять вяжу все петли изнаночные до пробела. Первую снимаю, вяжу до пробела, изнаночные. Так, вот он. Так, остается одна петля, ее нужно провязать вместе с петлей, которая идет после пробела. Единственное, что не петлю, которая идет после пробела, нужно переставить. Вот если вы вяжете бабушкиным, вам переставлять тогда здесь вот эту петлю не нужно. Да? А может и нужно. Я не вяжу бабушкиным, я не знаю, не расскажу. И провязываю 2 вместе изнаночной. И следующую петлю изнаночной. Поворачиваю. И опять смотрю, да, вот петля идет к центру пятки. Вот они 2 вместе смотрят к центру пятки. Снова первую снимаю и дальше опять лицевыми работаю. Так. Опять дохожу до пробела. Здесь 2 вместе лицевой. И следующую петлю обычной лицевой. Опять поворачиваю изделие. И все точно так же. Первую снимаю и работаю изнаночными. Так. Эту петлю я просто снимаю, а вот следующую переставляю. Возвращаю петлю на спицу, кромочную тоже возвращаю на спицу. И теперь соединяю этот пробел 2 вместе изнаночной. Подтягиваю. И следующую тоже изнаночной. Поворачиваю вязание. И, в общем, таким способом нужно дойти до самых краевых петель. Да? Опять лицевые. То есть мы вяжем все петли. Так. Вот снова пробел. 2 вместе лицевой. Следующую тоже лицевой. Здесь вот немножко подтягивайте петли, чтобы не было расхлябано вместе поворота. Снимаю и работаю изнаночными. Так. Опять дохожу до пробела. Переставляю петлю, кромочную возвращаю и петлю и кромочную провязываю вместе. Петлю после провязываю изнаночной. Это получаются такие укороченные ряды, которые, вот смотрите, образуют ту самую пятку-подкову. Опять лицевой ряд. Работаю лицевыми петлями. Так, 2 вместе лицевой и следующая тоже лицевая. И опять в обратную сторону. Так, теперь работаю изнаночными петлями. Так. Опять дохожу до пробела.
Переставляю петлю, возвращаю кромочную на левую спицу и провязываю петлю и кромочную вместе. И петлю после них изнаночной. Так, снова лицевой ряд. Первую снимаю, вяжу петли лицевыми. Так. Дохожу опять до пробела, 2 вместе лицевой, и последнюю петлю провязываю лицевой. Это кромочная. И обратный ряд, это будет последний ряд в пятке, петли изнаночные. Так, дохожу до кромочной, петлю за ней переставляю, возвращаю кромочную на левую спицу, 2 вместе изнаночной, ну и последнюю кромочную я свяжу лицевой. И смотрите, на этом я закончила вязать саму пятку. Вот здесь на спице у меня осталось 18 петель. То есть было 30, осталось 18, значит мы закрыли 12 петель по 6 с каждой стороны. Можете это проверить и пересчитать. Да? Вот они, раз, 2 вместе, 2 вместе, 3 вместе, 4, 5, 6. И с другой стороны будет то же самое. Если у вас другое число петель изначально было на спицах, то есть, соответственно, в остатке у вас тоже будет другое число. И может быть другое число вот здесь вот, который число 2 вместе, число убавок. Да? Дальше мне нужно будет провязать вот эту спицу в эту сторону, да? Набрать петли по боковому вот этому краю, продолжить вязание на 3 и 4 спицы, снова набрать петли по боковому краю и вернуться вот в эту точку. Сначала про петли для бокового края. Я набираю вот здесь и вот здесь. Я сразу наберу до того, как мы до туда дойдем. Смотрите, здесь мне всегда катастрофически не хватает спиц. Если у вас есть еще набор таких же спиц, используйте его. Если у вас есть, вот, допустим, как у меня двоечка круговая, тоже используйте ее. Так будет просто удобней. Я постараюсь вам все объяснить на 5 спицах, потому что, чтобы мне не сказали, так, обещала 5 спиц, а в итоге нужно еще куча спиц к тому, что ты обещала. Да, поэтому я буду тут как-то буду стараться не уронить все эти петли. Но для удобства я вам скажу, взять 6-ю спицу не возбраняется. Итак, сначала по кромочной я набираю петли. Я беру спицу и беру вот край, ближайший кромочный, который будет ко мне, и я из каждой кромочной, из передней ее дужки вот так вот поднимаю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Я подняла 15 кромочных. И это все верно. И давайте теперь начну вязать этот ряд, этот участок. Этот участок будет называться клин подъема, да? Мы будем сейчас формировать клинья подъема, что с одной стороны, что с другой, и делать на них убавки. Итак, беру еще одну оставшуюся спицу и вяжу все петли лицевые. Так, и вот последняя кромочная, она тоже лицевой. И дальше я перехожу на обвязку вот этих вот кромочных. Здесь, смотрите, бывает такая проблема, что остаются отверстия. И реально тут просто могут быть гигантские дыры, если я просто вот так начну провязывать. Как бы вам так убрать? Давайте вот так, что ли. По одной, ну, каждую петлю, как бы лицевой, здесь будут гигантские дырочки. У нас цель сделать красиво и аккуратно. Вот, смотрите на моем носке предыдущем. Вот это то место, которое мы сейчас провязываем. Здесь никаких дырочек не наблюдается. Видите, все плотненько, все красиво, все аккуратненько. Я вам покажу, как это место обрабатываю и обхожу я. Я делаю так. Так, сейчас натяну нить. Я беру и здесь провязываю 2 кромочные лицевой.
Вот так. Но сбрасываю со спицы только одну. Вот. Вторую оставляю. Это раз. Опять 2 кромочные лицевой. Но сбрасываю только первую. Это 2. Опять 2 лицевой. Одну сбрасываю. Это 3. Это 4. Это 5. Это 6. Это 7. Это 8. 9. 10. 11. Так, возвращаю. 12. 13. 14. И смотрите, 15-ю-то мне. Она у меня одна остается, но я сделаю такую хитрость. Я подниму петлю предыдущую, да. То есть она как бы не кромочная, она идет из вязания, но я ее тоже подниму. И вот сделаю из нее 15. Вот так будет. Так, подняла я боковые петли. Дальше еще одно такое место, и если я просто опять продолжу вязать лицевыми, здесь будет дырка. То есть еще одно место, которое требует внимания, требует какого-то решения, да. Я здесь вот из перемычки вот так беру и поднимаю скрещенную петлю. То есть фактически я просто ставлю ее на спицу. И сейчас я эту петлю свяжу скрещенной. И смотрите, как здесь опять ориентироваться. Я уже сказала вам, что раз мы делаем все к пятке, то везде придерживаемся этого принципа, да? Я делала убавки к пятке, чтобы они смотрели к центру пятки. И здесь тоже. Эта скрещенная должна смотреть к пятке. Значит, я ее скрещиваю направо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И у меня стало, это у меня 3-я спица, на ней стало 16 петель. Это все правильно, это все верно. Дальше мы это все убавим. Так, следующее. Спицы здесь, в принципе, все делаю точно так же. Опять сначала все петли лицевые вяжу. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот 16-ю я опять поднимаю из перемычки. Я ее вот так вот ставлю на левую спицу, и теперь она должна смотреть налево. То есть я ее вяжу вот так, скрещенной налево. Видно, да? Она смотрит налево. И здесь на 4-й спице у меня тоже стало 16 петель. Покажу вам вот эти места. Вот они, эти места. Вот она, скрещенная петля. То есть для того, чтобы здесь не было дырочки, здесь, кстати, не так красиво получилось. Вот это место. Здесь мы делаем, добавляем одну петлю, скрещенную из протяжки. И теперь нужно поднять петли по оставшемуся боковому краю. Точно так же действую. Здесь главное, знаете ли, не перепутать стенки, которые мы поднимаем. Мы поднимаем ближние стенки, то есть вот так, да. Первый я поднимаю как раз, вот видите, эта петля, точнее, эта нитка, она идет из скрещенной петли. Ее тоже поднимаю. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Все верно. Вы скажете 16, я скажу да, все верно. Дальше мы действуем точно так же. Но единственное, что вот у меня не хватает уже спиц, хотелось бы, чтобы спиц было 6. Ну ладно, я вот эту спицу возьму и на ней буду вязать. Да? Снова провязываю по 2 вместе, то есть опять 2 вместе. Вяжем здесь потуже. Так. Снять надо только одну, вторую оставляем, да? Вот опять 2 вместе. Смотрите, снимаю первую, да? Вторую оставляю. Снова 2 вместе. Первую снимаю, вторую оставляю. 2 вместе. Ну, либо вот если они так вот соскакивают, то вот, да, первую, вторую оставляю. 2 вместе.
Так. 2 вместе. Первую снимаю, вторую оставляю. Стараюсь не вязать туго. Опять 2 вместе. Вот возвращаю вторую. Опять 2 вместе. 2 вместе. 2 вместе. Так. 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 И вот последние 2 вместе. Теперь считаем, сколько петель. Вот скрещенная. Это еще петля с 4 спицы. И здесь все остальные это петля. Это петли, поднятые из боковой части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все верно. Их должно быть 15. Здесь как бы мы начинали с числа 15 петель на каждой спице. И вот на боковушках тоже должно быть 15. Опять-таки, если вы начинали с другого числа, то у вас будет оно. Здесь единственное место, где стало 16 петель, это 3 и 4 спица. Но это мы сейчас исправим. Да, и дальше я опять перехожу на вязание лицевыми петлями. Вяжу все петли лицевые. Здесь нужно каким-то образом еще теперь распределить верно петли по спицам, то есть вернуть то, как они были. Давайте в этом ряду я это и попробую сделать. Так. Перехожу на боковую часть. И здесь смотрите, как я вяжу. Я вяжу сначала все петли лицевые, последнюю петлю не довязываю. Не вяжу, точнее. Так. Вяжу лицевые. Видите, как получается? Никаких отверстий нету. Все очень гармонично, красиво и аккуратно. Мне такой способ, если честно, больше всего понравился. Не видела, чтобы его кто-то показывал, вот поэтому решила вам показать. Так, последнюю петлю оставляю, и смотрите, я переведу ее, давайте аккуратненько, на следующую спицу. И данную петлю и петлю со следующей спицы я провяжу просто 2 вместе лицевой. Опять-таки, убавка смотрит к центру пятки. Так, дальше. Я помню, у меня 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все верно. Теперь следующая спица. Здесь так много петель на ней. Вяжу 15 петель. 1, 15 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Здесь по-хорошему. Мне еще одну спицу, ну да ладно. И дальше 2 вместе, но 2 вместе должны смотреть влево, то есть делаю их протяжкой. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, первую набрасываю на вторую, да, и дальше вяжу все петли боковые просто лицевыми. Так. Ну и снова очередной ряд. Дальше я буду вот здесь вот по краям, я сейчас все-таки распределю верно петли по спицам, как мне надо. И я буду по краям делать убавки, но убавки делаю не в каждом ряду, а в каждом втором ряду, чтобы получить вот этот вот клин подъема. Вот они, эти убавки, да. К центру пятки делаю убавку, напоминаю это каждый раз. И для того, чтобы у меня получился вот такой клин подъема, делаем не в каждом ряду, а в каждом втором. Один ряд сделали, следующий полный. Снова один ряд сделали, следующий полный. Вот я распределила спицы и петли по ним так, как мне удобно, да, то есть центр у меня вот здесь, в центре пятки, и боковая сторона
которую мы сейчас будем уменьшать, с половиной пятки. Снова боковая сторона с половиной пятки. А третья и четвертая спица опять имеют ровно по 15 петель. Так будет удобнее. Итак, следующий ряд это это простой ряд без убавок, да, то есть здесь вяжу просто все петли лицевые, никаких убавочек я не делаю. Встречаемся в следующем ряду. Итак, теперь следующий ряд с убавками, да. Вот здесь будет убавочка, и вот здесь будет убавочка. Обратите внимание, вообще начало ряда вот у меня, там, где зеленый маркер. Я его не снимала. То есть вот эта спица, это первая спица. Но я мысленно, пока делаю клин подъема, перенесу начало ряда вот сюда, в центр пятки. Так будет удобнее мыслить, где мне делать убавку, а где не надо делать, да. То есть вот теперь ряд третий в этом клине, и здесь я делаю убавку. Я вяжу сначала все петли лицевые, да, и в конце снова делаю 2 вместе, лицевой, естественно, 2 вместе направо. Так, и вот они 2 вместе, 2 последних петли я провязываю 2 вместе направо и подтягиваю тут все. Дальше 3-я, 4-я спица, они вяжутся просто лицевыми, в них ничего не задумывается. Здесь по 15 петель на 3-й и 4-й спице. Так, это 3-я спица. И 4-я спица. И дальше будет завершение ряда, это будет 1-я спица. И 1-я спица начнется как раз таки с 2 вместе налево. Так, берем. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой и возвращаю первую на вторую. Вот получается убавка 2 вместе налево. И дальше снова все петли вяжу лицевые. Это был 3-й ряд. 3-й нечетный ряд, в нем я делала убавки. 4-й ряд это будет обычный ряд без убавок. И в общем чередую нечетный четный ряд, нечетный четный ряд, то есть ряд с убавками, ряд без убавок до какого момента. Сейчас довяжу, поясню. Чередую до того момента, пока на 1-й и на 2-й спице не станет 15 петель. То есть это то магическое число, к которому нужно вернуться. Сейчас у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Сейчас у меня 23 петли на каждой спице. И вот такими вот рядами, убавляя в каждом, получается, втором ряду, в каждом нечетном ряду я убавляю, я должна прийти снова к 15. То есть у меня на каждой спице станет 15 петель, и я вернусь к своему первоначальному набору 60. В общем, дальше работайте так самостоятельно, встречаемся там, покажу, что делать дальше. Итак, я связала клинья подъемов, вот они. С одной стороны, вот второй. И я перешла к значению 15 петель на каждой спице. То есть здесь теперь 15, здесь тоже 15. И на 3-й, 4-й тоже 15. То есть итого 60 это то самое значение, которое я набирала. И дальше я перехожу на вязание обычными рядами по кругу. Здесь уже убавок не будет. На каждой спице провязываю по 15 петель. Смотрите, первая спица у меня провязано, да, потому что я напоминаю, что начало ряда вот здесь, там, где хвостик, там, где зеленый маркер. То есть первую спицу я провязала, вяжу вторую спицу, и в первой спице была сделана еще убавка для клина подъема. Так, вяжу вторую спицу, 3-ю и 4-ю, и дальше провязываю первую и показываю вам, что делать дальше. Итак, вот я теперь провязываю первую спицу, все петли лицевые, и это будет считаться первый ряд. Это уже будет стопа. Стопа у меня имеет количество рядов 44, ну вот такое значение я рассчитала для себя. У меня 36 размер, я напоминаю, возможно, чуть-чуть мне в длину великовато. Возможно, это же значение подойдет, допустим, до размера 38. Да? Вот, первая спица,
Первый ряд стопы провязан, и я на него, вот смотрите, это прям петля, которая идет за убавками. Вот убавки. И вот сюда, на эту петлю, это первая петля будет, да, и первый ряд. Я вешаю маркер. Итого мне нужно связать 44, вот так вот, 44 рядов без убавок до мыска, да. То есть просто вяжу без убавок, без прибавок. Считаю вот от этой петли. Я специально ее повесила. Видите, она первая провязана. Это я считаю 1. Та петля, которая сейчас на спице, ее не считаю, да? И так и ориентируюсь. То есть, когда у меня станет 44 косички, включая маркированную, там я останавливаюсь. Там я начну рассказывать вам, как делать вот такой вот мысок. Это называется ленточный мысок. В общем, встречаемся там, показываю вам, как делать ленточный мысок, и затем как сшить его вот так вот красиво, изящно, незаметно трикотажным швом. Считаю первым рядом тот, который отмечен маркером, и я считаю каждую косичку, да? Здесь петли, которые на спице, в счет не входят, да? То есть вот от этой точки до маркера 44 ряда. И дальше начинаю делать ленточный мысок. Так, давайте еще сделаем замеры. Вот смотрите, готовый носок и тот, который у меня еще вяжется. В готовом носке длина стопы у меня получается приблизительно, ну вот, наверное, 22-23,5, но он тянется, да. Вот. А здесь сколько нужно, сколько остановиться? Ну вот где-то 19-19,5, наверное, я провязала, да. То есть где-то приблизительно сантиметра 4 до своей желаемой длины стопы. Но здесь также надо учитывать погрешность, что после стирки, после ВТО носочек немножечко еще в длину увеличится приблизительно на сантиметр. В общем, для себя я выбрала число 44. Скажу честно, он немножко мне в длину великоват, но это вообще не страшно. Так, все, про размер все. Дальше начинаю делать сам мысок. Вот я как раз останавливаюсь на первой спице, и с первой спицы у меня пойдет закрытие для мыска. Здесь работаю следующим образом. Одну петлю провязываю, дальше 2 вместе, но 2 вместе я делаю налево, к пятке, точно так же. Одну снимаю, следующую провязываю и предыдущую накидываю на провязанную. Вот так. Вот получилось 2 вместе, и смотрят они налево, смотрят к пятке. Дальше вяжу все петли лицевые. Это будет первая спица. Теперь вторая спица. Здесь вяжу петли лицевые, но до конца не довязываю 3 петли. Вот 3 петли у меня остается. Здесь делаю 2 вместе направо. Опять-таки убавка смотрит к центру пятки. Вот все верно. Вот он центр пятки. И вот на него смотрит убавка. То есть она делается направо. И следующая петля лицевая. И дальше повторяем то же самое на 3-й и 4-й спице. 1 лицевая, 2 вместе налево. Так. Все петли дальше лицевые. Это будет 3-я спица и 4-я спица. Все петли лицевые в конце оставляю 3 петли. Так. 2 вместе направо лицевой и 1 лицевая. Итак, мы связали первый ряд мыска. Дальше второй ряд. Здесь просто вяжу все петли без убавок. То есть убавки делаю только в нечетном ряду через ряд. Да, провяжите 4 спицы, все петли лицевые, самостоятельно встречаемся там. Итак, я связала второй ряд мыска. Он был без убавок, далее 3-й ряд. Он опять пойдет с убавками. Здесь все точно так же. 1 лицевая, это первая спица. Дальше 2 вместе налево. Все петли лицевые.
вторая спица будет, наоборот, все петли лицевые, 2 вместе направо, 1 лицевая. Ну, а третья спица равна первой, а четвертая спица равна второй. Это будет третий ряд. Четвертый ряд, соответственно, будет опять без убавок. И таким образом я чередую ряды с убавками, без убавок, с убавками, без убавок. Всего я сделаю 4 таких пары рядов. То есть это будет 8 рядов. Дальше встречаемся в 9 ряду, и я покажу вам, что делать дальше. Провязала я 8 рядов. Здесь я делала убавки через ряд в каждом нечетном. И таким образом я убавила 4 петли на каждой спице. Дальше я перехожу на вязание рядами, где в каждом ряду будет убавка, и убавлю еще по 4 петли на каждой спице. Итого получится по 8 петель с каждой спицы я убавила. Как понять то число петель, которое нужно убавить вам? Вот я начинала 60 петель в круге. Это было 15 петель на каждой спице. Мне для мазка нужно оставить то число петель, которое у меня было на одной спице, да, то есть 15. Но 15 это нечетное, 15 я не смогу оставить, поэтому я уменьшаю до ближайшего четного, это 14 получается. То есть мне нужно, чтобы у меня в итоге осталось с одной стороны 14 петель, и с другой стороны тоже 14 петель. И вот поэтому я убавляю 8 петель на каждой спице. Если я убавлю по 8 петель на каждой спице, у меня в итоге останется по 14 петель с каждой стороны. Итак, смотрите, здесь все то же самое. Здесь теперь я вяжу 4 ряда, где делаю убавку в каждом ряду. Принцип точно самый. Первая спица 1 лицевая, дальше 2 вместе налево, все остальные петли лицевые. Вторая спица все петли лицевые, затем убавка направо и 1 лицевая. Третья спица вяжется так же, как первая, четвертая спица вяжется так же, как вторая. И таким образом я убавляю еще 4 петли. Все. Довязала я носок до конца. Сейчас у меня на каждой спице по 7 петель. Я избавлюсь от второй спицы, то есть я просто переведу петли со второй спицы на первую. Так будет удобнее сшивать. Так. И также избавлюсь от четвертой спицы. Сделаю то же самое. Подтягиваю ниточку. Вот он носочек, да? И мне остается только сшить этот носок. Я буду здесь использовать трикотажный шов по открытым петлям. Оставляю здесь хвостик, ну, наверное, сантиметров 50, и беру вот такую вот иголку для шерсти с широким ушком. Заправляю хвостик в эту иголку и теперь начинаю сшивать мысок. Как я это делаю? Вот так вот я складываю свое изделие, то есть нитка выходит из той стороны, которая дальше от меня. Итак, завожу иголку в петлю на спице, которая ближе ко мне, от себя, вот так. И подтягиваю. Теперь возвращаю в петлю, которая на дальней спице, тоже от себя. Вот так. И опять подтягиваю. Теперь подхватываю вот эту петлю на себя и следующую петлю тоже на себя. Подтягиваю. Теперь возвращаю в петлю с дальней спицы на себя, от себя. Подтягиваю. Теперь в только что снятую петлю от себя на себя. Подтягиваю. На себя, от себя. Подтягиваю. Так, опять от себя на себя. Подтягиваю. На себя, от себя. Подтягиваю. От себя на себя. Подтягиваю. И на себя. От себя. Подтягиваю. Опять от себя на себя. Подтягиваю. Вот видите, край закрывается. Здесь
на себя, от себя, подтягиваю, от себя, на себя, подтягиваю и на себя, от себя, подтягиваю. Продолжаю работать так, пока все петли не закончатся. Так. Так, последние петли. Так, так. И дальше. Так, еще одну петлю. Подождите, вот она еще одна петля. Все. Дальше хвостики убираю на изнаночную сторону. Хвостиков здесь всего получается 2. Так, давайте аккуратненько. Убираю. Я здесь могу даже не делать узел, но, наверное, сделаю какой-нибудь такой. Одиночный незаметный узелочек я сделаю, а дальше прячу просто ниточку вот такими вот стежками хаотичными вдоль мыска, так, чтобы нитка еще и не вылезла наружу, потому что у меня нить полосатой раскраски, да, и здесь у меня идет полоска красная, а нитка-то у меня уже белая идет. В общем, прячу стежками вдоль мыска, вот так вот прокладываю. И на этом дальше обрезаю. В процессе носки нитка немножко распушится и сваляется, и она уже никуда не денется. И теперь начальная нить, да, здесь тоже отрежу вот этот серый участок. И здесь я спрячу эту нитку вот так, вдоль вязаной колонки. Так. Вывожу нить наизнанку. И вот такими вот стежками здесь на лице она точно не появится, не бойтесь. Так, можно немножко расщеплять даже нить, когда вы ее подхватываете. Это ничего страшного, все равно все приваляется. Так даже лучше сваляется. Вот, я вдоль резинки проложила, вытаскиваю.
расправляю, чтобы ничего не стянулось, и тоже отрезаю. Все, носок на этом готов. Дальше снимаю маркеры, стираю его и сушу. Постирала я носочки, высушила их. И вот, смотрите, вот этот носочек мы вязали вместе с вами. Вот какой он получился. А тот второй у меня уже был готов. Давайте сделаем итоговые замеры. Ну, стопа приблизительно где-то 23, может быть, 22,5, но они прекрасно тянутся. И высоту 20, наверное, 20,5. Здесь немножко у меня разошелся узор, видите? Здесь мысок заканчивается розовой пряжей, а здесь белый. Но мне кажется, это не сколько из-за погрешности вязания, хотя и из-за нее тоже, но все-таки секции в мотке не идеально одинакового размера, да, но вот даже видно, что они все-таки чуть-чуть разные, эти секции. Но в любом случае мне нравится то, что получилось. Меня этот вариант устраивает. Вот такой клубочек у меня остался после вязания мотков. Я его взвесила, здесь 44 грамма. То есть сами носки весят 56 грамм, это чуть больше половины. Но вот из этого мотка можно связать еще третий носок, можно связать укороченные носки, либо можно сделать какой-то микс и связать, допустим, носки из двух видов пряжи. Надеюсь, что мое видео было вам полезно. Заранее спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Спасибо за внимание. Пока-пока.